هذا فضل من عند الله. الحمد لله كنا ابطال سنة كامل بتحرير واحتفال فلاح اتحاد الشباب الله اكبر. Разкажите нам, в каком году начался военный конфликт в Сирии и какова причина его возникновения? Во-первых, добро пожаловать. Война в Сирии нет. Есть война против Сирии. Это один. А Сирия страдала вообще давным-давно от всех проблем, которые были на Ближнем Востоке, потому что Сирия никогда в жизни не была та страна, которая она выполняет все адженды и все программы, которые составляют в Америке и хотят реализовать на Ближнем Востоке. Исходя с того дня, когда была Сирия под колониями и получила свою независимость. С того дня Сирия стоит и держит арабского мира как единый арабский мир, который вообще не принадлежит никакой западной стране. Можно здесь прочислить очень много событий до нынешнего времени. И если вы хотите просто знать точно, из чего происходили проблемы в Сирии, вот так называемый Большой Ближний Восток, который был планирован еще Кондолиза Райс 2010 года и была в Ливане, и она объявила о том, что скоро будут какие-то изменения в арабском мире для того, чтобы реализовать это Ближний Восток, Большой Ближний Восток. На самом деле реализация этого проекта были запущены 2003 года, когда США она вообще вторглась в Ирак под лозунгом искать ядерное или какие-то химические оружия и так далее. Там подобное, которые их не нашли. Они нашли просто доллары, деньги и разрушили Ирак. В то время я приехал Колумбау и хотел торговаться с сирийцем. И встретился с президентом Башаром Асадом и заставил ему, предъявил ему несколько условий для того, чтобы это не было против Сирии. И Сирия не страдала от того, что будет происходить в Ираке. Президент Башар Асад отказался, и не будем сейчас перечислять эти причины. Конечно, эти условия, самые главные из них, отстать от отношений с Ираном и не поддержать палестинское сопротивление, ливанское сопротивление против Израиля, которое оккупировало очень много территорий наших стран, там, в Египте, в Сирии, в Ливане и тому подобное. Если чтобы недолго там раскрыть там и рассказал историю, я хочу войти просто в ответ прямо с того дня, который начали ситуация в 2011 года. 2011 года весь арабский мир был под угрозой так называемой арабской весны, который американцы хотели привести к нам в арабском мире так называемые демократии, права человека, свобода слова и тому подобного. Но это на самом деле вот свобода слова вот показывает сейчас в Ираке, в Ливии, в Йемене, и было еще в Египте, и сейчас в Сирии. Сирия на самом деле это центр арабского мира, центр Ближнего Востока. Кто возьмет власть над Сирией, он возьмет власть вообще над весь регион. И по экономическому направлению, и по политическому направлению, и геополитическим направлением, и тому подобное. То есть, как говорится, если вы хотите управлять мир, надо вообще взять Россию под контроль. Если хотите взять Ближний Восток под контролем, надо взять Сирию, в первую очередь, и Египет.
А в 2011 года были провоцированы демонстрации. Хорошо, президент вышел и вступал в начале этих событий и сказал, что в любое государство, в любое общество и у нас, и в любой режим, политический режим есть недостатки. Это естественно. Ни один режим на свете не может выполнять все свои желания или желания своего народа. 100% есть какие-то, исходя из политического сбалансирования в мире, будут какие-то общественные проблемы, экономические проблемы и тому подобное. Но на самом деле в начало ситуации в Сирии вышли несколько сотни, и тогда было очень понятно и видно, это как называется, организованная медиа, которая она просто показывает фабрикованные видео и лжи. Да. То есть это как называется военная, информационная война. Исходя из некоторых арабских телеканалов, которые они работают под направлением западных стран, типа Аль-Джазира, Аль-Арабия и тому подобное. Плюс некоторых религиозных телевидений, которые были созданы в Саудовской Аравии и в странах Персидского залива, которые вышли на этих телеканалах несколько типа имамов, которые они просто, как это называется, можно сказать, призвали народ Сирии, чтобы свернуть режима на каких религиозных основаниях. На самом деле, сирийский народ давным-давно жил в гармонии, добрососедства между христианами и мусульманами и все разных общин. У нас многонациональная страна, никогда в жизни у нас не были. Да, они пытались спровоцировать какой-то религиозный разногласие в 80-х годах, братья-мусульмане и тому подобное. А сейчас уже пришли другим способом. Америка хотела просто взять Сирию под контролем. Почему? Новым методом. Каким образом? Раньше они воевали в прямом, но это вообще очень большие расходы. И люди там очень много погибают. И самый большой пример это в Ираке. Вот мы видели результаты ухода американцев из Ирака, каким он был. А сейчас американцы, они разработали план использовать, как называется, политический ислам. Да? Политический ислам это на самом деле не имеет никакого отношения к настоящему исламу, ни к Корану, ни к Богам, ни к мусульманам. Это просто группировки, которые были собраны из всего мира. И то, что показывает даже по данным Международной организации ООН, есть из 108 стран мира представители этих стран, граждане этих стран, которые приехали в Сирию для того, чтобы создать свое государство или халифат, или так они говорят, но на самом деле они ничего не делают, кроме того, что зарабатывают деньги и получают деньги за то, что они убивают и уничтожают в нашей стране, и убивают и резают людей. Здесь можно очень много говорить подробно. Через каких стран они пришли? Они летали сначала через Ливан, потом через Иорданию. Там, благодаря силе сирийского народа и армии Сирии, благодаря поддержке силы сопротивления и благодаря поддержке Ирана и России, они смогли закрыть эти границы до какой-то степени. Но границы, которые до сих пор не могли закрыть, это через Турцию. Почему? Потому что Эрдоган это глава братьев-мусульманов в арабском мире. А кто финансирует терроризм? А кто поддерживает терроризм? И откуда террористы проникли? Они в нашей стране, это через Турцию и при поддержке США и Саудовской Аравии. И до сих пор они финансируют, несмотря на несколько резолюций, которые смогла Россия давить на всех этих стран, чтобы вернули под соответствие и ООН для того, чтобы решить сирийский вопрос политическим путем. И в последнее время были два резолюции. Одна резолюция под номером 2253 и 2254. 2253 это резолюция, которая заставляет тех стран, именно Саудовская Аравия и Турция, закрыть снабжение террористов и материальная поддержка, и снабжение оружия, и даже живых террористов, которые через них, они и через их самолеты были доставлены в Сирию. А вторая резолюция, которая под номером 2254, это вообще план решения сирийского кризиса политическим путем. И это было доказано, когда последний в Риме, в Женеве 3
сорвалось, это собрание. Из-за чего? Из-за того, что сирийская армия, она выполняла и реализовала эту резолюцию прямо на поле битвы. То есть заставляли весь мир прослушивать эту резолюцию, хотя эта резолюция ни одной страна не вошла в плане действий и реализовать эту резолюцию. То есть они думали, что они издеваются над Сирией и над сирийским народом. А здесь сейчас уже благодаря победе сирийского народа и его стойкость, и благодаря сирийской армии, сейчас вообще проходит в Женев-3 новые встречи для решения сирийского вопроса. Ну скажите, сколько там насчитывается военных организаций и почему они борются против правительства Башара Асада? Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хочу добавить к словам моим коллегам следующее. Ошибается глубоко любой человек, который думает, что война на Сирии началась только фактически 5 лет назад. Война на Сирии она началась фактически с окончания войны с Израилем в 1973 году, когда почувствовал Запад, что оружие, которое использовано тогда, а именно это нефть тогда, повлиял очень сильно на Запад. Поэтому было принято решение долбить вот этих стран, которые имеют запас большой нефти, и ее отделить друг от друга, чтобы не стали, как стояли тогда в 1973 году, и использовали оружие нефти против Запада и против Израиля. Поэтому была вторая фаза. Вторая фаза началась, когда они в период 81 по 84 года прошлого века использовали события, которые возглавляла тогда их против мусульманов партии в городе Хама, и хотели свернуть режим или власть в Сирии. Но у них не получилось, естественно, потому что народ сам по себе не любит эту партию против мусульманов, насколько мы знаем ее основатель кто, и ее истории и так далее и тому подобное. Третья фаза поступила уже с момента развала Советского Союза и Восточного блока. То есть, когда в этот момент, когда смогла США, именно США, почувствовать себе, что одна единственная полицейская мира. И использовали всегда 4 способа для того, чтобы прохватить любую страну. Эти способы все они давили на Сирию, тоже использованные против Сирии. Следующие они. Первое, это Совет Безопасности ООН. То есть фактически США, она приватизировала себе Совет Безопасности ООН, смогли оттуда принимать любую резолюцию, которая так или иначе используется только для того, чтобы либо защищать их интересы на эту страну или другую, либо для того, чтобы позволить в открытую бомбить или что-нибудь. И последнее было как резолюция против Ливии. Второе, значит, они использовали Международный валютный фонд. Фактически, они смотрели, какая страна нуждается в деньгах. Они начинают ее валить кредитами большими, на которые весь экономика страны работает и не могут зарабатывать только на обслуживании кредита. Третье, значит, это Международный суд, который в первую очередь не подписала сама США, но обязала всех стран подписать под этот суд. Свидетельствует это самое, в Судане использовали этот способ, кстати, и отделили юг Судана от Судана. Потому что до сих пор президент Судана Амар аль-Башир, он в розыске в этой войне. Четвертое, и самое главное, это санкции. А санкции тут можно их делить на две санкции. Это прямые, которые прямо экономика США, мощная, которая ведется против той или иной страны. А вторая косвенная. Косвенная это означает, она давит на какую-нибудь страну, чтобы ввели санкции против этой страны. Например, санкции Европы, которые ввели против России последние. Да? По поводу типа того, что события на Украине. Это же косвенные. Они на кого повлияли? Повлияли на Европу, но не на США. Хотя бы если мы возьмем по большому счету, коммерческое отношение между США и Россией, оно не превышает 40 миллиардов долларов в год. А с Евросоюзом почти 500 миллиардов.
Кто пострадает? Пострадал фактически народ Евросоюза. Но это под давлением США было. Теперь вот эти 4 как против нас использовались, против Сирии именно, да? Значит, в 2005 году, когда убили премьер-министра Ливана и хотели через Международный суд и Совет Безопасности ООН обвинить правительство Сирии в том, что они убивали премьер-министра. Хотя бы тут очень интересный момент в том, что этот премьер-министр, он не действующий, он бывший. Но там просто хотели использовать это в политических целях своих. Международный валютный фонд даже при событии в 2012 году присылали один из ООНовских чиновников, который сирийц, в основном он работал вице-премьером у нас в Сирии, и предлагали очень большие деньги. Вы подпишите, и мы на следующий день останавливаем войну. Естественно, мы им сказали, до свидания, нам это не нужно, спасибо. И это самое, значит, Совет Безопасности ООН, мы прекрасно знаем, когда использовали и Китай, и Россия не один раз право вето, они тоже хотели так или иначе, под игра на слов, принимать резолюции из Совета Безопасности ООН для того, чтобы носить удар по Сирии и в дальнейшем захватить ее. А санкции это у нас с 80-го года по сегодняшнего дня и в дальнейшем, наверное, будет. И мы уже адаптировались и на это не обращаем внимания. Вот это событие. Значит, третья фаза войны против Сирии, это началось именно после 2001 года. И как сказал мой коллега доктор Наваф, в том, что даже когда было 147 тысяч солдатов, американцев на границе Сирии с Ираком, они же захватили Ирак, и присылали Колин Пауэллу для того, чтобы напугать наш президент, вернее, и для того, чтобы достигать какие-нибудь условия или защищать интерес США. А по какой предлог они это сделали? Как оправдались? Да не оправдались, они же, я говорю, что они почувствовали себя единственные полицейские в мире, на которые они могут, что хотят, то и диктовать, и под диктовкой должны всех работать. Ну как-то нужно это представить на людей. Нет, вы знаете, извините, я перебиву. Если бы Сирия не стояла так стойко и воевала против терроризма и победила на протяжении 5 лет, сейчас Ближний Восток превратился в мрак. Террористический мрак. Однозначно. То, что касается террористических организаций по вашим вопросам, которые работают, обратите внимание на слово «работают» на территории Сирии. Вообще численности этих организаций 1200, они разные. И в том числе ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Да, в том числе. Но какие самые главные организации? Джабхат ан-Нусра, Даиш, Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам, Джейш аль-Фатах, Лива Султан Мурад. Они очень-очень разные, но можно их делить фактически на мелких, которые как типа бандиты. Ну, каждый 200-300 человек. И кто-то снабжал их оружием или купили оружие и начали просто заниматься этими делами. Самое главное, что после Вена-2 было поручено Иордании определить количество и направление любые организации или вооруженных формирований, которые работают на территории Сирии, чтобы потом ее изучали и определить, кто является террористическими организациями из них и кто является, по их, это новый термин, который для нас сделали, умеренная оппозиция, но вооруженная. Но я не понимаю тут понятие умеренная оппозиция, вооруженная, которая имеет и среднее оружие, и тяжелое оружие. И просто они делают так, чтобы открыть территории Сирии для иностранцев, которые собрали их из 83 стран мира, если не больше даже. Но тут, естественно, могу сказать о том, что если мы обратили внимание на географические базирование этих организаций, фактически на границе Сирии с стран, которые ее соседствуют. Это, допустим, граница с Турцией, граница с Ираком, с Иорданией, с Ливаном.
И мы прекрасно знаем, все знают, что длина границы Сирии и Турции это только 853 километров, на которой фактически никто в мире, армии, не контролирует свои границы. Поэтому тут вопрос в том, что использовало правительство Эрдогана или в принципе тех сил, которые хотели нарушить нашу Сирию и объявили войну, использовали в принципе территории Турции в основном для того, чтобы пропустить террористов, оружие. Это с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы украсть нефть, украсть даже заводов, которые в город Халибе, и культурные ценности исторические, агропромышленности, все фактически то, что можно украсть и продать и получить деньги. И все это в основном было через территорию Турции. И правительство Эрдогана, естественно, она облегчало это дело, потому что невозможно сказать, допустим, что он не видит, как высокое количество нефти, которое выходит через цистерны, фактически это живая труба, не делали через цистерны. Из территории Сирии по территории Турции и в принципе очень многих нефтов, между прочим, которые нашли его след в Болгарии. Да, я знаю. В Болгарии нашли За этого след. я очень сожалею. Ну, ничего поделать тут, просто в конце концов Эрдоган должен расплачиваться за свои преступления, которые совершил против сирийского народа. Вот это то, что касается. Ждем пока, как будет подтвердить Совет Безопасности список, который хотя бы он только составляет из 163 организаций, которые работают на территории Сирии, на которые должны определить, кто террористические организации, кто просто вооруженная, умеренная оппозиция. Но до сих пор пока это нет, хотя бы многие, которые хотят облегчить дело перед Джабхат ан-Нусра, хотя бы она террористическая организация, чтобы просто считали ее как умеренная оппозиция вооруженная. А за чего борются это умеренных оппозиций? Они не борются за себя, они борются от имени американцев, они борются от имени того плана, который создан для Сирии, а именно по использованию ее ресурсов, которые в Сирии. В частности, это нефть и газ. И тут хочу обратить внимание на то, что территория, которая захвачена ИГИЛом, в принципе, это где места рождения и газ, и нефть на территории Сирии. Хотя бы они хотели еще найти себе выход на море, потому что там тоже очень много газов, которые фактически пока не начали его использовать, скачивать и так далее и тому подобное. Пришли как минимум из 83 стран мира, в том числе из Китая, в том числе из бывших Восточного блока, в том числе из бывших стран СНГ или бывших Советского Союза, в том числе из Чечни. То есть фактически со всего мира. Это просто мировой терроризм. Из Европы тоже есть? Да, есть. Лишен, это который режет голову. Из Италии, из Франции, из Англии. Со всей Европы. Но можно сказать о том, что вот эти все группировки или иностранцев, которые воюют на территории Сирии, они в принципе, большинство из них, они выпускников американских тюрем, которые или на территории США, или в Гуантанамо, или в тех секретных тюрьмах, которые, в принципе, в Европу. Больше, в Болгарии, в Прибалтике. Они хотели от них избавиться, а заодно выполнять свою цель. И, между прочим, очень многих, которые, то, что называется Blackwater, организация, очень многих. Вот то, что видим, допустим, да, вот эти местные сирийцы, которые бегают, прыгают перед камерой, без закрытия лица, это просто для рекламы. Они под влиянием 100% наркотики. Потому что те, которые пришли, и это самое, обеспечили им 3 основные вещи. Это наркотики, секс и деньги. Давали им, и все. Он твой. Что хотите, то и делайте. Мы видим очень многих роликов, да, как крепость стоит. Представляете себе, да, один местный, на который хочет подняться на крепость с автоматом.
Но там сверху наши солдаты. Они им говорят, ты куда? Стенка крепости, знаете, да, какая она? И он хочет подняться. Почему? Потому что он под воздействием наркотики, он не знает ничего. А какие наркотики, вы знаете? Такой в основном. Что такое ИГИЛ и кто и почему их поддерживает, по вашему мнению? ИГИЛ – это расшифруется «Исламское государство, Ирак и Ливан». На самом деле она не имеет никакого отношения ни к Ираку, ни к Шаму, ни к Ливану, ни к исламу, ничего. Это, как он сказал, доктор Файз, о том, что эти люди собраны из всего мира. Да, есть среди них сирийцы. Я же сказал, в каждое общество есть придурки, которые можно их настроить против своей страны из каких-то вообще причин, использовать их общественные проблемы или психологические, или религиозные настроенности и тому подобное. То есть в любое общество людей, которые можно их настроить даже против родителей. Но американцы искали этого, и даже американцы сказали раньше, что мы пытались, по-моему, Киссинджер это сказал, что мы пытались сломать руку президента Хафиза Асада, но мы не могли его не ломать руку, не Сирию, даже везде. А через некоторое время мы подумали о том, что найти несколько придурков, которые можно их использовать и разрушать страну изнутри. Я не знаю, если это точно с Киссинджер говорит или другой, но один из главных этих американцев. А он потом говорит, мы нашли 3 миллиона в Сирии. Он так говорит, 3 миллиона, но я думаю, что он вообще не нашел 300. Потому что сирийцы никогда в жизни не были настроены против своих государств, и никогда в жизни у нас не была ни гражданская война, ни религиозная ненависть. Мы всегда жили в гармонии, добрососедства, и всегда были хорошие отношения между христианами и мусульманами, и между всех этих общин, которые представляют ислам. Поэтому я вам скажу еще раз, как сказал доктор Файз, ИГИЛ – это люди, которые не имеют никакой контроля над собой. Они просто извлечены из общества. Они жители тюрьмах и в Саудовской Аравии, и в Турции, и в Катаре, и в Гуантанамо, и в США, и везде. Большинство из них. Или мы вас будем, как это называется, казнить, или выполняете своего долга. Издеваются над ними и говорят, возьмите жизни, но вы будете выполнять то, что мы вам скажем. Зато они их снабжают и деньги, и оружие, и заботятся о их семье. То есть больный договор с этими террористами. А это террорист, который, он сидит, лежит в тюрьме, да, в основном. Что ему еще можно делать, если дадут ему возможность выехать из тюрьмы? Он будет думать, что он выживает, понимаете? Зато они играют на их человеческие и общественные проблемы и религиозные настроенность. То есть есть многие люди, которые у них есть какая-то религиозная направленность, которые ненавидят никого. Ни мусульмане, ни христиане, ни евреи, никто. То есть для них никто не существует, кроме их религии. Поэтому они или хотят, например, когда они были в Ираке, когда еще были в Сирии, заходят в какой-то квартал, они возьмут женщины, называется сабая, то это их женщины становятся. А мужчины, они возьмут их, используют для того, чтобы копаться в загладах для оружия в земле или открыть пещеры для того, чтобы они прятались. И прежде всего они их возьмут и заставляют платить деньги, если они были христиане или других сверхнововедений. И потом заставляют их принять ислам на усилие. Кто не принимает ислам, они его голову отрезают. Понимаете? То есть это больный вообще рак, который расползается уже по всему миру. Эти люди вообще похожи просто в форму на человека, а внутри их просто еще хуже, чем зверев. То есть человек, который он может просто резать женщину беременную и вытащить ребенка из живота и его режет. Это вообще человек, который достанет сердце другого человека и еще говорит Аллаху Акбар или резать его за горло ножом. Это тоже, понимаете? Поэтому ИГИЛ это вообще очень опасное существо. Здесь нельзя на самом деле победить ИГИЛ ни ракетами, ни бомбами, ни калашников. Это вообще можно их остановить до какого-то степени. Но это идеология, это мысли. Надо воевать с идеологией, с их идеологией, в смысле, надо воспитать новые поколения и показать им на самом деле это направление, насколько она вредна для общества, для безопасности в мире, для стабилизации в мире. Поэтому здесь надо вообще воевать против того родника. А на самом деле весь мир знает, что родник ваххабиста это находится в Саудовской Аравии. Это вообще понятно, кто финансировал войну, что они делали в Сербии, в Косово, в Боснии и Херцеговине, что они сделали в Югославии тоже, как они сделали в Чечне, что они сделали даже в России, в Сирии сейчас они делают. По всему миру они финансируют этих группировок и воспользуют для того, чтобы
реализовать не их цели по прямому. Они думают, что они распространяют свои идеологии, свои религии, потому что они верят в эти религии. Зато над ними сидят американцы, которые воспользуют это дурачество для того, чтобы реализовать свои цели и свои проекты, и свои экономические, как это называется, прибыли. На самом деле так. Ну, в принципе, я могу добавить одну вещь о том, что вот это ИГИЛ или Даиш, да, это просто название, это просто товар, плохой товар. Но просто чтобы реализовать любой плохой товар, достаточно упаковать его красиво, и тогда весь народ и весь люди покупают его и с удовольствием. И то же самое, то есть фактически ИГИЛ это просто преступники, это просто наемники. Правильно? Но для того, чтобы реализовать их, смотрите, в Сирии или в тех странах, которые прошел арабской весны, это под именем ислама. А в Югославии как было? А когда были цветные революции, какими они были? Они то же самое. То же самое, просто здесь упаковали их такой упаковкой, очень красивая и очень звучат очень хорошо. То есть любой может быть мусульманин, который не верит в том, что он Бог един, а дороги разные, для него это хилафат. А что такое хилафат? Хилафат такого не существует. Мы живем в 21 веке. Мы не даем никому, чтобы возвращал нам на 1435 лет назад. Не можем жить. И поэтому есть люди, которые смогли повлиять на них через три основные вещи, которые я сказал. Это женщины, это наркотики, это деньги. И они просто стали с ними. С одной стороны. А с другой стороны есть, которые устрашили их. И брали их как живыми щитами. То есть фактически не все, которые находятся, где, допустим, игильцы, можем сказать, что они все террористы. Не игильцы все террористы, но люди там, гражданских лиц, они там просто их брали как живыми щитами. Ни больше, ни меньше. И это повлияет на сирийская и российская операция по освобождению тех мест, где захвачено ИГИЛом или другими террористическими организациями, потому что мы знаем прекрасно, что там очень много мирных жителей, на которые они не виновны ни в чем. А как живет гражданское население в Сирии? Есть ли зоны безопасности, где они могли бы укрыться от террористов? На самом деле это очень важный вопрос, и позвольте отвечать, и очень серьезный вопрос. На самом деле с того времени, когда начались эти события фабрикованные в Сирии, народ начал избежать из тех районов, где находились этих людей, террористов, где планирована спичка. Ну, как, например, сказал доктор Файз, на границе со стороны Турции и до сих пор, на границе со стороны Иордании и на границе со стороны Ливана. Сейчас лучше всего проблемы находятся со стороны, на границе с Турцией. Эти города, например, со стороны Идлиб, Алеппо, ближе к Турции, очень много жителей, которые избежали. Куда избежали? Большинство из них избежали внутри страны. Были очень много попыток для того, чтобы строить взрывы в этих городах, чтобы опять сбежали, чтобы опустить страну изнутри и ее рухнуть. И потом они провоцировали много взрывов в разных регионах, и в разных районах, и где в школе, и где мечети, и где христианские святыни, для того, чтобы производить какое-то, провоцировать сталкивание между христианами и мусульманами, и даже между мусульманами самим собой. Но это не сработало и не сработает никогда. И то, что доказывает, то, что я это правда говорю, когда были выборы, президентских выборов 2014 года, почти 2 миллиона беженцев в Ливане вышли одновременно. Даже закрыли целый день дороги в Ливане, вошли в отсутствие для того, чтобы они выбрали президента Башара Асада и поднимали его портрет. Как это можно вообще сказать, что они избежали из Сирии из-за того, что режим Асада, как они называют, и армии Сирии, они их убивают. Поэтому здесь все провоцировано, и это здесь можно очень долго говорить. В Сирии всегда было спокойно, всегда была гармония, всегда было добрососедство, но, к сожалению, в любое общество, к сожалению, есть тех людей, которые они даже передают свои родители. То есть, конечно, есть люди, которые помогли, это террористов, есть люди, которые, и регионы, которые на самом деле поддавались
или подкупались, или они усилили этих террористов, потому что, смотрите, если заходит в какой-то либо квартал христианский, мусульманский, 200-300 террористов, как это было в старый город Хомс, 2 года они были под их контрольным, это христианский район. Как вы думаете, человек там может двигаться? Если он двигается или дышит, или там не направился ни в какой им не нравится сторону, они сразу его стреляют. Поэтому здесь надо сказать сначала поднять и убрать эти давления и эти оружия над головой народа, и потом давать народ слово. И потом будем посмотреть, как народ будет себя показать, и как он будет жить. Понимаете? Здесь надо на самом деле очистить Сирию от всех этих террористических организаций, и потом давать, на самом деле, как и Россия говорит, как и международные организации говорят, что право голоса за народа. А на самом деле они не делают для того, чтобы право голоса было за народа. Они поддерживают до сих пор, несмотря на те резолюции, которые были зачислены в ООН и в Совбез, для того, чтобы закрыть снабжение иродников террористических оружия, группировок и так далее. До сих пор это не выполняется ни со стороны Саудовской Аравии, ни со стороны Катара, ни со стороны Турции, даже не со стороны США. А то, что было вообще год-полтора почти, это так называемая международная коалиция, которая воюет против терроризма, вы думаете, что это просто группировки, которые они находятся под контролем США и ее соперники на Ближнем Востоке. Если они хотели их остановить, они бы остановили. Как они могли за один день взять Ирак? Они за один день уничтожали Ливию. Они за один день вообще, сами знаете, но они вообще разочаровались. Каким образом? Сейчас будет очень сложное время, на самом деле, даже хуже, чем раньше. Когда выпускали и создавали этого так называемый ИГИЛ, они думали, что это вообще двор, который можно его взять под контролем и сделать все, что хотят. Сейчас он вышел из-под контроля, сейчас он вышел из Сирии, сейчас он уже находится в Йемене, находится в Саудовской Аравии, находится в Турции, находится, даже питался в Египте, сейчас он проникнул в Тунис, он хотел еще коридор найти, пройти там к Алжиру, то есть это зло расползается по всему миру. После присоединения России к борьбе с терроризмом изменилось ли что-нибудь? Естественно. Вот смотрите, тут есть понятие, да, вот доктор Алаф говорит про коалицию, которая возглавляет ее США, на которой 1,5 года фактически якобы, что она борется с ИГИЛом на территории Сирии и Ирака. А в результате вот это 1,5 года расширял этот ИГИЛ свою территорию, которая ее контролирует. То есть могу сказать о том, что у США есть возможность вести борьбу с ИГИЛом, но нет желания. А у России есть возможности и желания. И когда совпало возможности и желание России с желанием сирийской арабской национальной армии, естественно, мы уже видим результат налицо. Мы уже видим, что фактически с 30 сентября, то есть еще полгода не прошло, 5 месяцев. 5 месяцев освободили очень много территорий, которые контролировалось тогда не только ИГИЛ, а других террористических организаций. И начали люди возвращаться к себе домой. Поэтому результат, можно сказать, налицо. Единственное, еще раз повторяю, что возможности и желания. Появилось и возможности, и желания. Возможности, почему у нас нет, хотя бы желание есть. Наше оружие фактически устарело. И могу сказать о том, что единственное, которое влияет на новый вид войны, который ведется на территории Сирии, это самолет, это военные, это воздушные самолеты, да? Но у нас они не могут работать в разные погодные условия. Не могут работать, допустим, ночью многих. Да? Поэтому пришла помощь России, соединилась к борьбе с сирийскими армией против террористических организаций. С ее возможностей, именно она только воздушным путем пришла. И мы уже видим, что результат налицо. А какие другие страны помогают Сирии в борьбе с терроризмом? Естественно, помогает Иран, страны БРИКС и страны Латинской Америки. Но какую помощь вы имеете в виду?
Потому что Сирия сейчас страдает от... Не знаю, война и, может быть, и другая. Нет, Сирия страдает от разных нападений. Там есть экономические санкции, есть вообще взрывы, есть террористы, есть военные наступления. Всех стран мира, которые противостоят понятию терроризма, они поддерживают и помогают Сирии. Ну, их много, но по возможности. А самые сильные страны, которые помогают, это Россия, Китай, Ирак. А с других стран ничем не может помочь. Может быть, политические позиции. Ирак тоже поддерживает. Политически. Иран тоже поддерживает. Конечно. Иран очень сильно поддерживает. Тут один вопрос. Почему, допустим, да, мы слышим всегда, что говорят первое условие, чтобы Башар Асада ушел из поста президента. Почему? Вам не кажется, что это сокращает все проблемы не только Сирии, а мира и региона в одного человека? Да, правильно. Потому что они хотят назначить там куклу свою. А кукла не будет. Потому что сирийского народа, он против назначения президента извне. Президент должен быть выбран народом, потому что он представляет их интерес. А Европейском Союзе помогает вам? Что? Европейском Союзе. Конечно, они помогают, они снабжают оружие, бомбы, пришлют нам террористы и создают создают все условия для того, чтобы нам помогать. Понимаете, с первого дня они ввели санкции. Как можно вообще, на самом деле, если вы хотите помогать сирийского народа, а кто будет страдать? Руководство Сирии, министры, президент страдает от того, чтобы народ... Он страдает как президент, да, но он его наказать как человек, наказать всего народа, даже он не заслужил то, что его наказать. Народ его любит, и выбрал, и выбирает еще. Поэтому они боятся эти демократические выборы. Народ, который страдает уже 5 лет, ни лечения, ни лекарства, ничего не может доставлять в Сирию. Даже ни пшеницу, ни хлеб, ничего. Как можно это? Если вы хотите помогать и поддержать сирийского народа, надо вообще этот эмбарго вообще отменить и открыть коридоры для гуманитарных помощи, которые они на самом деле сидят и поют песни за то, что они хотят, но не могут, потому что там война в Сирии. Каким образом война? Эти гуманитарные оружия несколько раз и даже были раскрыты много статей журналистами из Турции о том, что под эти гуманитарные помощи были ракеты, и оружие, и бомбы и тому подобного. И эти журналисты, которые раскрыли эту информацию с фотографией и доказали, они сидят в тюрьме, и некоторые из них уже убитыми правительством Эрдогана. Вот демократия. Вы думаете, что беженцы, которые из Сирии, возвращаются на родину? Я думаю, 100%, да. Почему? Потому что им жить в Европе это не для них. То есть фактически представьте себе, что люди, которые привыкли жить в свое время и всю свою жизнь в определенные условия жизни, да, и самое главное, Европа это дорого, очень дорого. Хотя бы вот у нас в Сирии до сих пор и война, в последний вот это самое был анализ, где самых дешевых стран мира, у нас 9 место. Как самая дешевая столица по мировому масштабе. Это плюс не забудьте, что 5 лет война, но все равно она дешевле. И поэтому даже могу сказать одну вещь в том, что вот даже беженцев, которые сейчас находятся на территории Евросоюза, да, они даже сигареты не будут покупать. Сами знаете, да, они каким-то способом курят сигареты. Жизнь для них там это не так. Будущее не то. Если мы возьмем этих беженцев и делили их на уровень образования, те, которые образованные, да, которые у них есть профессия, ну, врач или инженер, они находка для Европы. А остальные им делать ничего. Они не могут сами себе обеспечить уровень жизни, который у них был в Сирии. Вы не думайте, что Европа, мы знаем, где они там живут и как они питаются. До суда или после суда даже. Им нужно работать и работать. Вот столько будет работать в Европу, они поработают в 10 раз меньше в Сирии и будут жить лучше, чем в Европу.
Поэтому я уверен, сейчас как устаканится, как освобождаем Сирию, они все будут возвращаться. Вот. На самом деле все вопросы, которые были заданы вам, они очень важны. И, к сожалению, что если мы будем говорить до конца жизни, мы не можем просто заканчивать разговор про сирийский кризис, который вообще никогда в жизни, в истории не был. Я думаю, что он никогда не был. То есть Сирия смогла на самом деле изменить мир. Благодаря стойкости своего народа и благодаря той дорогой кровь и мученики, которые дали свои жизни для того, чтобы защищать свои страны. Поэтому здесь мы поблагодарим, конечно, как всегда, Россию, Иран и все силы сопротивления, все силы, которые поддержали Сирию против терроризма. Это на самом деле были бравые поступки, потому что таким образом они все себя защищали от этого зла. Но Сирия дала большой повод и большую возможность для того, чтобы эти силы смогли помогать Сирии. Если Сирия не стояла, не могла просто стоять все эти годы, никто не мог помочь Сирии. И рухнула бы Сирия, рухнул бы весь Ближний Восток. И потом посмотрите, как расползает этот террор по всему миру. Это один. Второй, мы должны здесь признаться, то, что роль России сыграла большой, Россия сыграла большую роль в раскрытии, кто есть кто террорист, кто поддерживает терроризм, кто на самом деле хочет мир, кто хочет дестабилизировать мир. Мы это все знаем. Но на самом деле не было раскрыто, как и Россия смогла раскрыть, откуда родился ИГИЛ, кто его поддерживает, кто его снабжает. И Россия на самом деле очень сильно расплачивала свои позиции. То есть экономический кризис, или не то что кризис, санкции, которые провели против России. И они хотели просто тоже задавить Россию со стороны восточной стран Европы, размещение этой ракеты и ПРО, как называется, да, и через Украину и тому подобное, Белоруссия и так далее. Там есть много. То есть Россия тоже терпела очень сильные потери ради того, чтобы защищать мир и строить безопасность. И я думаю, что Россия и Сирия и все эти силы, в конце концов, они побеждают терроризм. И мир должен быть, и даже именно Европа и США, благодарны этой стране из-за того, чтобы они смогли защищать мир от этого зла. Я благодарна. И, наверное, много других людей. Спасибо. И спасибо, что согласились дать интервью для болгарского народа. Будем молиться и надеяться, чтобы как можно быстрее данный конфликт закончится. И в конце концов я хочу тоже передать именно от нашей имени и своего коллеги, и даже всей патриоты Сирии благодарность последней, и даже не последней, просто благодарность тем, что есть много людей в Болгарии, немаленькая численность, которые на самом деле следят за событиями в Сирии, волнуют за нас. Они пытаются что-то делать, оказать гуманитарную помощь, оказать вообще помощь в средствах массовой информации, как и вы пришли, позвонили, хотели раскрыть на самом деле то, что происходит в Сирии, и показать болгарскому народу на самом деле, что происходит. Это очень важно с вашей стороны. Мы как передадим большой привет и благодарность болгарскому народу и желаем, что наше интервью хоть может показать долю правды, то, что происходит в Сирии. И мы всегда ждем поддержки от тех мирных, хороших людей, которые на самом деле им волнует ситуация в Сирии. И им хочется, чтобы мир был во всем миру, не только в Сирии. Мы не желаем вообще любого народа в мире, чтобы прожил то, что прожили в Сирии и проживал народ Сирии. Спасибо вам большое. Наконец-то я хочу сказать о том, что будьте спокойнее, будьте радостнее. То, что кошмар, который в Сирии был на протяжении 5 лет, уже вот-вот заканчивается. Мир был перед выбором. Либо широкомасштабное урегулирование, либо перед 4-я мировая война. Об этом Ванга говорила тоже, между прочим. 3-я мировая война, она была на территории Сирии, когда собирали террористов из больше 83 стран.
Это естественно, это на самом деле Третья мировая. Но я уверен, убежден в том, что четвертая не будет. Но то, что Ванга сказала, уже есть, уже была. Но слава Богу, что не уничтожала человечество. Я хочу от моей имени и имени моего коллеги тоже поздравлять сегодня всех христиан с первый день поста. Желаю, чтобы вот этот праздник, который мы его отмечаем, хотя бы вы обратили внимание, что нам не спросили, ли мусульмане или не мусульмане. Вот настоящий человек, который общается с людьми не на основании религии или конфессии. Нет, мы общаемся как люди к людьми. И поэтому мы привыкли просто в Сирии, что и отмечаем, и иногда и соблюдаем, как наши сограждане, христиане, которые соблюдают тоже с нами. Между прочим, очень хороший момент. При войне сейчас электричество вообще в нашем стране уже меньше намного, и есть места, которые не знали ее. Но когда пост у мусульманов, представьте себе, когда уже можно кушать вечером, там колокола в церковь они били, чтобы дать вместо громкоговорителя из мечети. Почему? Потому что там не было электричества. Поэтому еще раз я говорю о том, что мы в Сирии привыкли жить так. Наши предки жили так. В Сирии единственная в стране, где говорят на сегодняшний день на язык Иисуса. Мы это гордимся. И поэтому, да, правильно, может быть, Сирия на самом-то деле защищала мир и вступала против плохой инвестиции, которую выдумали ее американцев, использовать терроризма, заканчиваем с ним. И прошу вас передать болгарскому народу наш горячий привет. Мы уважаем болгаров. Со времен Советского Союза очень много болгаров работали в Сирии. На заводах, которые строили и так далее и тому подобное. И надеемся, что это будет в будущем. Спасибо. Я тоже спасибо.